Здравствуйте, Львы! У нас прогноз для вашего знака зодиака на первую половину октября. Мы коснемся сферы отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Ленорман нам покажет сюрприз или неожиданность. Также мы получим совет предупреждения от Таро и советы от оракулов. В конце расклада у нас будет маятник. Маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Львы, первая половина октября. Что у вас будет происходить в начале этих 15 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта, у кого они есть, отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость, что у вас. И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что у вас будет происходить в конце этих 15 дней? Совет или предупреждение от Таро. На дне колоды у вас паж кубков. Паж кубков может показывать ребенка. Может быть, карта говорит, что вы будете. У кого-то здесь беременность может быть. Да. Или беременность, или уже роды. Также, может быть, это какие-то проекты, какие-то ваши замыслы, мечты, которые вы хотите воплотить в жизнь. Но по пажу то ли вы еще колеблетесь, то ли еще надо что-то продумать. Также это может быть, конечно, любовь, это знаки внимания, приглашение на свидание, зарождение нового чувства. У кого-то могут быть проблемы с ребенком или, то есть, может быть, ребенок подросткового возраста. Тут карта вам советует проявлять терпение. Да. Детям самим тяжело справляться с этим кризисом, потому что тут могут быть конфликты. Но еще у кого-то может быть какие-то приятные новости, которые заставят вас отправиться в дорогу. Но по рыцарю мечей это надо действовать как-то очень стремительно, быстро. У кого-то может быть здесь покупка автомобиля. Так, хорошо, давайте мы посмотрим сюрприз или неожиданность. Львы, первая половина октября. Вот Ленорман нам показал, что вы получите какое-то известие. Здесь может быть известие, документы, может быть, у кого-то, конечно, здесь предложение руки и сердца. Также это может быть заключение договора, вот для тех, кто в поиске работы, от какого-то покровителя, может быть, или человек хорошо вам относится. Здесь может быть нахождение новой работы или какой-то контракт. Может быть, человек выступает как спонсор для вас, то есть он вкладывается. Финансово, конечно, это могут быть и ваши родственники, взрослые, может быть, это ваши родители или дедушки, бабушки. Кто-то здесь может прийти к вере. Это может быть по лилиям, это может быть какой-то духовный наставник. То есть тут какой-то союз. Может быть, занятие какими-то духовными практиками, может быть, это ваш духовник. Но у кого-то здесь может быть брак. Тут у вас пятерка кубков. Так, давайте мы уточним десятку. Да, это может быть ваш настрой, ваши ожидания. Когда закончится какая-то тяжелая ситуация, что-то доставляет вам какие-то переживания, боль. Да, вот когда это закончится, когда наконец-то появится какая-то надежда, взойдет это солнце. Десятка мечей, как правило, всегда говорит о каких-то трудностях. Может быть, это одиночество, может быть, это безработица. Кто-то для тех, кто работает, наоборот, может потерять работу в начале октября или закрыть какой-то проект, бизнес. Но здесь вы можете получить новое приглашение или новое предложение.
Еще карта десятка мечей может говорить о каких-то несбывшихся планах, от которых вам придется отказаться. Ну, давайте мы уточним. Мир. Так. Ну, мир всегда говорит выход из какой-то ситуации, смена этапов жизни, но как-то мягко. Может быть, реально здесь кто-то обретает пару, у кого-то здесь может быть рождение малыша, ну или беременность, вот как я говорила. У кого-то может быть здесь какой-то вопрос решается, например, с переездом. Может быть, это поездка в отпуск, или может быть, это иммиграция. Может быть, наконец-то вы получаете какие-то документы. Иерофант. Кто-то вступает в брак, кто-то обретает пару. Вот Иерофант — это очень похож на карту лилии. Здесь лилии могут показывать, что в браке у вас, в отношениях у вас есть верность, есть мир, покой, безмятежность, ну и вообще удовлетворение. Удовлетворение может быть реально вы предложение, и вы вступаете в брак. Почему пятерка ложится? Может быть, человек был не свободен, и вы долго-долго ждали, когда он примет решение. Так. Ну, у кого-то здесь решается вопрос с иммиграцией, императрица. Да, занять пост императрицы — это или беременность, или это вступление в брак, или это обретение партнера. Также здесь может быть какой-то новый проект. Вот заключение договора по работе, это может быть нахождение новой работы, или это вот в вашем бизнесе вот ничего не двигалось, уже кризис. То есть нету ни прибыли, ничего не развивается. Здесь вы можете то ли закрыть один бизнес, начать новый, то ли найти новую работу, а эту завершить. Может быть, эта карта говорит, что вы потеряете работу, но получите новое приглашение. Конечно, это приглашение может быть связано с поездкой в другую страну, а для кого-то это может быть заключение вот от какого-то покровителя. Но, скорее всего, этот человек может быть ваш родственник. Может быть, здесь как протеже выступит или как спонсор. И здесь начало нового творческого проекта. То есть это может быть и с работой связано, и с отношениями. Тогда давайте мы уточним пятерку кубков. Вообще карта говорит или о потере партнера, расставании. Здесь еще может быть какие-то наследственные дела, на которые вы рассчитывали, но, скорее всего, вы не получили то, на что претендовали. Ну, давайте мы уточним эту пятерку. Да, какая-то была долго тянущая ситуация, вы уже отчаялись. Может быть, реально вы ждали предложения руки и сердца, или вы участвовали в любовном треугольнике, но тут человек наконец-то решается довести до ума этот вопрос. Также была какая-то подвисшая ситуация. Ну, вот эта еще карта может говорить о беременности. Кто-то готовится к свадьбе, кто-то, может быть, здесь переезжает. Карта может говорить о новоселье. Переезд по колеснице. Ну, неожиданно как-то это все. Также здесь может быть радостные новости в доме, да, ну вот праздновать будете вы или беременность, или рождение малыша. То есть карта говорит, вот то, что вас расстраивало и никак не решалось, наконец-то вы выйдете вот из этого подвисшего состояния. Но у всех здесь это разное. То есть здесь какие-то приятные, радостные события в вашем доме, в вашей семье. Хорошо. А вот для тех, кто в поиске, ложится жрица. У нас жрица — это хранительница тайн. То ли она говорит, что от вас пока ситуация закрыта, то ли нужно еще ждать. Хотя вот здесь вот карта говорит, что если было одиночество, то вы здесь на пороге новых чувств. Женщина сменит статус, станет возлюбленной, а мужчина обретут такую даму, да, которая может стать вам прекрасной женой и матерью вашим будущим детям, но это еще и хорошая хозяйка. Может быть, карта говорит об ожидании, хотя иногда она может говорить, да, человек придет в вашу жизнь, но это будет тайная связь. Давайте мы уточним. Нет, здесь новые отношения. Просто карта говорит, что вы ждали. Но знаете, еще у нас
Верховная жрица может говорить, когда человек слушает свой внутренний голос и интуицию, и вы точно знаете, когда вы познакомитесь. Поэтому вы на пороге новых отношений. Здесь или человек будет старше для женщин, или он будет занимать какой-то важный пост. Но в то же время вот этот новый союз, карта может говорить, что вот отношения будут очень зрелые, серьезные, может быть, вы уже не молодые люди. И здесь будет доверие, тут будет очень большая общность чувств. Также карта может показывать, что отношения будут идеальные. Так, хорошо. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость. Тут я уже практически вам озвучила. Да, может быть предложение какое-то или о новой работе, или о каком-то проекте, который выведет вас из состояния кризиса. Кто-то может здесь поменять работу, кто-то может потерять работу, но предложение поступит. Какой-то вот или договор, или это новый трудовой договор, или это может быть какой-то контракт. Может быть, еще здесь новое партнерство в бизнесе, в каком-то творческом проекте. Ну, давайте вам совет один посмотрим, карту. Ну да, здесь даже если вы потеряете работу, это будет к лучшему. Здесь вас признают как специалиста. Это очень много клиентов, какие-то договора, контракты. Может быть, пройти какой-то конкурс, отбор, победить, вот обойти соперников, конкурентов и получить работу или получить какой-то, вот я говорила, контракт. Но в любом случае карта говорит о карьерном росте и об успехе. А для тех, кто в поиске, здесь вот тоже у вас какой-то человек ложится. Это не ваша масть. Может быть, вот этого и показывает, как лилии какого-то короля. Вот у нас тут король пик. Это король мечей. Может быть, здесь какой-то человек, который занимает хороший пост, как у вас, как протеже выступит или что-то вам предложит. Но вам тут совет говорят, если вы тут начинаете с кем-то вместе, то здесь нужно проверить юридическую чистоту, подписать документы не на словах, простроить стратегию. То есть действует как король мечей. А он всегда олицетворяет контроль, управление и убирает эмоции. Ну, еще трезвый расчет. Давайте мы уточним. Может быть, еще карта говорит, что нужно будет с кем-то проконсультироваться, если вам что-то здесь предлагают, или вы с кем-то начинаете, может быть, вот у юриста проконсультироваться, или вам нужно будет заручиться чьей-то поддержкой. Может быть, это вообще работодатель. Давайте мы уточним. Да, император. Ну, тут, смотрите, то ли вам нужно действовать по закону, тут все должно быть по закону, по правилам. Все-таки семерка мечей у нас карта с подвохом, она может ложиться вам в предупреждение. Как бы она карта говорит, не хитрите, не пытайтесь никого обмануть, ввести в заблуждение, но и в то же время пострахуйтесь, чтобы вас никто не обманул. То есть тут не должно быть доверия. Только все официально. Но император может показывать, что при помощи короля мечей вы займете какой-то хороший пост. Это будет надежное место работы, хорошая оплата, но все-таки это император. Может, даже это пост начальника какого-то или руководителя. Ну, а также вы можете начать какой-то свой бизнес. Ну, или все-таки это показывает какого-то властного человека, который поспособствует вам то ли нахождению работы, то ли началу вот проекта, может быть, над которым вы думали. Здесь может поступить неожиданный звонок. Вот вам нужно быстро как-то сорваться с места и прореагировать. То есть тут нельзя тянуть. Может быть, конечно, это еще приглашение с другой стороны, если кто-то планировал. Хорошо, работа, карьера, бизнес. Ой, не работа, карьера, а финансы. Финансы у нас ложится тройка пентаклей, ну, как правило, это прибыль. Еще это вкладываться в развитие своего бизнеса. Это хорошая торговля. Это заключение договоров, сделок. Еще, может быть, это тратится, например, пройти какие-то тесты, сдать экзамены, может быть. То есть повысить свою квалификацию. Ну или карта просто показывает обретение очень стабильной работы и хорошей оплаты. Также траты на повседневную жизнь. Вот эти повседневные расходы, они тоже отнимают много денег.
Но здесь как-то у вас важна сплоченная команда. Или карта говорит, вы вкладываетесь в свой бизнес, и в конце этих 15 дней уже ждете вот приход урожая. Но, скорее всего, урожай вы соберете чуть позже. Может быть, да, тут все-таки идет повышение. Какую-то прибыль в конце 15 дней вы получите, но весь урожай будет позже. Ну, совет я уже сказала. Да, сами не хитрите, не обманывайте, но и будьте аккуратнее. Да, никакого доверия, может быть, еще карта предупреждает простроить план, продумать стратегию. То есть не действовать как-то хаотично, ну и не пытаться, вот как здесь, получить урожай раньше, чем он должен созреть. Хорошо, давайте получим для вас совет от Веканского оракула «Львы». Первая половина октября. Опять у нас этот туз выпал. Ух ты, как красиво у вас туз. Туз мечей, туз жезлов, но здесь этот называется Атам, а это жезл. И они у вас оба прямые. Ну давайте я вам оба зачитаю. Раз они выпали, мы должны их посмотреть. Атам. Освежающий ветер нового понимания проходит ваш ум насквозь. Пора отсечь все, что больше не служит вам на пользу. Будьте открыты для новых идей, но не бойтесь высказать вслух то, во что вы верите. И жезл. Вы способны выполнить любое задание, если только призовете на помощь силу своей воли. Творческие решения находятся прямо у вас перед глазами. Ловите момент и заставьте его работать на вас. Вся существующая магия в вашем распоряжении. Вам нужно лишь поверить в себя. Да, какие-то новые начинания. Хорошо, и давайте еще получим совет для львов от королевы Луны на первую половину октября. Attraction. Attraction – это притяжение, привлечение. Карта говорит, что вы сейчас можете привлечь в свою жизнь все положительное, хорошее, то, что вам нужно. Но в то же время у вас сейчас появится способность отражать от себя все негативное и то, что вам больше не нужно. Поэтому она говорит, будьте готовы к каким-то новым возможностям, но избегайте крайностей. Эти крайности могут внести в вашу жизнь дисбаланс и негативную энергию. Вот как я говорила, крайностей и торопливости. Но крайности могут какие? То есть избегайте очень больших радостных эмоций и негативных. То есть все должно быть сбалансировано. Хорошо, давайте еще посмотрим маятник для львов. Так, маятник, ответь, пожалуйста, львам на первую декаду октября. Ответ на их запрос, да или нет, о чем бы они ни спрашивали. Ответ да. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Благодарю вас за внимание. Всего хорошего.